Перед нами центральный пульт управления. Система в целом состоит из 3 десятков подчиненных контроллеров и одного центрального. Он установлен в этом шкафу. На передней панели установлены 2 КШИУ контроллера, на которые выводятся состояние фонарей дымоудаления в 16 зонах, состояние вентиляторов, дымососов, сигналы от пош-централи, которая расположена здесь же, огнезадерживающие клапаны состояния. Кроме того, выводятся состояние кнопок включения дымоудаления и пош-насосов, которые расположены в шкафах с гидрантами. Есть общие сигналы состояния пожар, норма, авария, это в целом по системе. Кроме этого, есть вывод звуковой, световой сигнализации. Звук, если нужно, можно отключить кнопкой вкл-выкл. И если были какие-то побуждения, авария или пожар, то систему после восстановления можно сбросить кнопкой «Сброс система». Собрано все на базе мастер-контроллера, который имеет в данной конфигурации CP1003 название. Это 32 дискретных входа и 20 дискретных выходов. Кроме этого есть выход на VGA монитор и свой экран TFT. Сюда выводится состояние сети, какие есть контроллеры, по каким адресам, есть ли связь с ними. А на большой экран, который подключен сюда, выводится уже мнемосхема всей системы. Плюс состояние огнезадерживающих клапанов и противопожарных дверей с этого контроллера. Отсюда же можно управлять дверями. Тут сенсорный экран. Если нужно что-нибудь закрыть или открыть, то можно нажать, и оно там откроется-закроется. Есть метеостанция. Поскольку у нас в системе есть зенитные фонари, то их нужно в случае сильного ветра закрывать. Метеостанция определяет ветровые условия и передает нам сигнал, что нужно закрыть фонари, если они были открыты для проветривания. В случае пожара сигнал с метеостанции не учитывается и фонари открываются в любом случае принудительно. Все оборудование можно протестировать с этих вот панелей КШИУ. Есть кнопки «Открыть-закрыть». Здесь же расположен шкаф управления противопожарными насосами. Управление на него идет с нашего шкафа тоже. В случае нажатия каких-либо кнопок запуска пош-насосов, расположенных в зонах в шкафах с гидрантами, включаются противопожарные насосы, сигнал отсюда идет на включение насоса. Здесь уже резервирование предусмотрено. Один из шкафов управления фонарями дымоудаления зенитными, они установлены наверху. Значит, у нас тут есть кнопки управления, отсюда можно эти фонари приоткрывать или закрывать для проветривания. Шкаф собран на базе контроллеров CP401. Здесь 2 контроллера, соответственно, по 3 фонаря на каждом. Соответственно, этот шкаф управляет 6 фонарями. Здесь приведена схема подключения, источники питания, реле управления фонарями, промежуточные реле, 8 шлейфовых входов, на которые подключены состояния фонарей и кнопки включения противопожарных насосов, дымоудаления. Дискретные выходы управляют релюхами, дискретные входы собирают данные с этих кнопок. Второй шкаф управляет воротами. Здесь уже установлен 402 контроллер, у которого 16 шлейфовых входов и 6 релейных выходов. Этот шкаф управляет 5 воротами. По всему объекту расположены вот такие вот шкафы с гидрантами. Здесь у нас стоит, во-первых, датчик открытия шкафа. Если шкаф открывается, нам приходит сигнал на центральный пульт. Кроме этого, есть доп-контакты открытия гидрантов и кнопки принудительного ручного включения пожаротушения и дымоудаления. Кнопки подключаются к шлейфовым входам контроллеров CP401 либо 402, в зависимости от расположения. То есть, если нажимаем эту кнопку, то включаются противопожарные насосы. Если нажимаем кнопку дымоудаления, то открываются зенитные фонари и закрываются огнезадерживающие клапаны. Клапаны дымоудаления открываются. Один из способов побуждения системы, вот стоит световой датчик. Если будет открытый пожар, то, соответственно, к нам в систему через пожарную централь придет сигнал о пожаре, и мы будем отрабатывать уже исполнительными механизмами, вот клапанами, закрывать все это дело, открывать зенитные фонари, включать вентиляторы. Значит, вот этот шкаф у нас управляет 24
клапанами дымоудаления. На каждом из 6 контроллеров сидит по 4 клапана. Управляются клапаны посредством силовых реле. Контроллеры применены CP401, 8 шлейфовых входов, значит 4 на состояние клапанов и 2 на кнопки по штушению и дымоудаления. Установлено 3 шкафа управления вентиляторами. Каждый из шкафов управляет 2 вентиляторами. Есть переключатели выбора режимов. Автоматически включено-выключено. Индикация режимов автоматически и работы вентилятора. Ну и собственно сам шкаф собран на базе контроллера CP401. 2 силовых пускателя, реле контроля фаз. Этот шкаф управляет 2 вентиляторами. Нормальное состояние этих переключателей автоматическое. Сейчас они стоят в ручном. Внезадерживающие клапана располагаются на воздуховодах. В случае пожара эти клапаны перекрываются и ограничивают доступ огня по воздуховодам из помещения в помещение. Как тут видно, привода имеют возвратные пружины, поэтому в случае отсутствия питания это все перекрывается самостоятельно.